Персональный сайт должен приносить денежки. Если вы фотограф, видеограф, блогер, таргетолог, таролог, да без разницы, хорошо бы некоторые процессы автоматизировать. Лично я фотограф, преподаватель фотографии. Вот лично сейчас у меня идет курс по фотографии, именно поэтому я, кстати, на 1 месяц выбился из онлайна и извиняюсь. Я не делегирую процессы. У меня нет команды, которая занимается продажами, таргетами, настройками и дизайном. Но если бы была, то я бы зарабатывал, конечно, на порядок бы больше. Мне нравится мое творчество, и все свое свободное время я уделяю именно созидательным творческим процессам. И при этом я не сижу голодным. Тихо. Сегодня я хочу рассказать вам, как настроил монетизацию своего творчества в виде персонального сайта с магазином. И расскажу, как вам сделать то же самое с минимально затраченными усилиями. Поехали! Но для начала, зачем вам персональный сайт? Первое, что напрашивается на ум, это персонализированное портфолио с акцентом на ваши лучшие работы. Разумеется, это и SEO, которое может привести новых клиентов из Гугла или Яндекса. А что, на свете есть еще люди, которые ищут свадебных фотографов через Google или Яндекс.Поиск? Дела. Сюда можно добавить и более прозрачные условия для работы с клиентом, ну и, разумеется, магазин с прямой продажей товаров и услуг. И вот на прямых продажах, автоматизированных, мы сделаем с вами основной акцент. Но для начала выдам базу по финграмотности. Если вы хотите защитить свой зад от потери дохода, диверсифицируйте его, не свой зад, а доход. Ведь вы можете получать доход не только от съемок, но и от продажи фотографий онлайн, проведения мастер-классов, написания статей, создание онлайн-курсов, пресетиков, лутов, а также от рекламы в своих соцсетях. Допустим, вы свадебный либо портретный фотограф с кучей заказов, забитыми выходными. Я уверен, рано или поздно вы начнете выгорать. Чтобы избежать этого, попробуйте что-то новое. Я не говорю про хобби, там пойти покататься на лыжах или сноуборде. Я не говорю о переходе на другой вид деятельности. Не надо лепить горшки из глины. Попробуйте найти что-то около вашей сферы. Допустим, создайте курс. Если вы опытный фотограф, поделитесь этими знаниями с другими. Проведите мастер-класс. Создайте YouTube-канал, где вы можете поделиться этой информацией бесплатно. Либо пишите статьи, рассказывайте. Ну или на крайняк пресеты, которые позволят имитировать вашу цветокоррекцию. Я, конечно, понимаю, что сейчас у каждого второго фотографа есть в продаже свои пресеты, но я также уверен, что если у вас есть достаточно хорошего уровня творчества, подписчики, зрители, которым нравится это творчество, вы можете вообще что угодно сделать, покупатели найдутся. Переключение на другой вид деятельности не только вернет вам вдохновение и силы на основной, но и в будущем, возможно, станет дополнительным доходом, особенно если персональные съемки сократятся. Создав цифровой продукт, его нужно красиво упаковать и донести до зрителя. И как вы уже все знаете, это я делаю на Вифолио. Просто мега удобной, оптимизированной и функциональной платформе. Цифры говорят за себя. По моему промокоду Густарев 50 зарегистрировались уже более 3500 человек. Сайт уйдет по наследству, кажись, моим прапраправнукам. Внукам. На главной странице вы у меня увидите минимальное количество кнопок. Зритель с высокой долей вероятности попадет именно в магазин, где увидит основные цифровые товары, которыми я располагаю. К примеру, луты, готовые к продаже. Их можно оплатить как валютой, так и рублями. Либо мастер-класс по съемке жестким солнечным светом, оплатив который пользователь попадет на привязанную к его почте закрытую страницу. А внутри будет видео, защищенное от копирования и привязанное к моему доменному имени. В таком виде вы можете реализовать практически любой продукт. Лично я курс по фотографии перевел из формата YouTube стримов в формат закрытых конференций в самом Вифолио. И самое крутое, что весь процесс от появления заявки пользователям до его начала обучения на закрытой странице полностью автоматизирован. Теперь давайте подробно поговорим о настройке товаров и их автоматизированной продаже. В админке вы найдете отдельную вкладку «Магазин», в которой расположены товары, заказы, незавершенные заказы, а также отдельная кнопка настройки платежных систем. Даже если у вас нет готового продукта, вы можете сделать его анонс. Начните собирать пул из потенциальных покупателей. Нажмите на «Добавить товар» и заполните страницу. Название, описание, фото. Оставьте включенным тумблер в наличии, а в способе оплаты укажите «Заявка без указания цены». На второй вкладке рекомендую добавить текстовое поле,
в котором у пользователя можно будет запросить социальные сети для связи, к примеру, Telegram. Когда курс будет готов, вы проинформируете пользователя напрямую. Сюда же можно добавить и выпадающий список. Представьте покупателю возможность выбрать тип продукта. Если это курс, то можно узнать, хочет ли он учиться в группе или индивидуально. Аналогичным образом я добавил предзапись на курс по Photoshop 2.0, который я планирую запустить в октябре наконец-таки. Посетитель моего сайта может одним кликом открыть предзапись на курс. Мне в Telegram, Дуров, выходи уже наконец, придет уведомление о новой заявке, а общую статистику предзаписавшихся я увижу в админке. И это, я считаю, прям, очень удобно. Для вас я подготовил гайд по автоматизации. Он супер простой. Если у вас уже есть готовый цифровой продукт, не знаю, курс, пресеты, мастер-класс, какая-то консультация, вы можете начать продавать это все автоматизированно, выполнив 4 простых условия. Первое. Вам необходимо создать закрытую страницу, на которой будет расположен ваш цифровой продукт, доступ к которому пользователь получит после оплаты товара. Второе. Это создать сам товар в админке сайта. Третье — настроить платежные системы. Сделать это нужно один раз. Ну и четвертое — создать лендинг с призывом купить ваш товар. Хоть это и не обязательно, покупателя можно напрямую ссылать на страницу из социальных сетей. С YouTube, Telegram, Instagram. Он, кстати, запрещен на территории РФ. И вот я предлагаю более подробно ознакомиться с каждым из этих пунктов. Для начала нам нужно разместить цифровой продукт на закрытой странице. Создаем составную страницу без отображения в меню, но с доступом по одноразовым паролям. Сюда введите текст, подсказывающий пользователю, что одноразовый пароль упадет ему на почту. Пусть проверит папку спам на всякий случай. Вы можете составить страницу самостоятельно. И мой вам совет: не нагружайте ее лишней информацией. После оплаты пользователь должен сразу иметь возможность получить продукт. Добавим простой текстовый блок с кнопкой «Поблагодарите человека за покупку» и настройте кнопку, чтобы при нажатии на нее пользователь смог перейти на Google или Яндекс.Диск с вашими пресетами. Если у вас есть личный FTP, то по прямой ссылке пользователь также может скачать пресеты, минуя лишний шаг. Такой небольшой спойлер, то что в скором времени, возможно, появятся динамические ссылки, которые нельзя будет просто так передать другу, чтобы он скачал пресеты бесплатно. Вот это будет вообще круто. Но мы с вами знаем, что все пресеты, курсы и так далее давно лежат на торрентах. Но курсы продолжают покупать, потому что в первую очередь курс — это общение с человеком, живое, хоть и онлайн. Обратная связь как-никак, а не вот эта сырая, слитая на складчину фигня. Но все равно посмотрите ее, потому что там классно много знаний. Ниже можно встроить видео по прямой ссылке с YouTube или ВК, либо с Vimeo и Кинескопа с возможностью защиты от копирования. Даже если через инструмент разработчика купивший увидит ссылку на видео, он не сможет ее куда-либо встроить, так как видео будет просто-напросто привязано к домену. Важно, функция привязки к домену есть только на Vimeo и Кинескопе. И в дополнение Кинескоп обладает просто огромнейшим функционалом для обучения. Там можно проводить залоченные под домен трансляции с чатом, шифрованием и другими крутыми фичами. Кинескоп — это тема отдельного ролика. Я полностью свой курс по фотографии перенес на него. Оказалось, это крайне удобно. И опять же, со всеми замедлениями YouTube он будет продолжать работать отлично. Если вам интересно узнать об этой платформе чуть подробнее, опять же, маякните, я запишу подробное видео, потому что здесь функционала просто очень много. Далее мы переходим к созданию товара в админке. Идем в магазин, клацаем на «Добавить товар». Заполняем название, описание и фото. Тыкаем на галочку «В наличии». Указываем оплату онлайн. Можете указать цену со скидкой и без. Ну и валюту, в которой будет произведена транзакция. Сразу вам совет: если вы делаете продукт, который планируете продавать по всему миру, делайте 2 товара. Один товар в рублях, а другой для приема оплаты в валюте. Для этого вам на следующем этапе понадобится прикрепить соответствующие платежные системы. В форме заказа лучше по минимуму нагружать пользователя. Имени и имейла по умолчанию будет предостаточно. Ну а в действиях после заказа указываем страницу, на которую пользователь будет попадать после оплаты заказа, где, собственно, и будут расположены наши пресеты. Можете указать срок доступа, но я бы его не ограничивал. Также отправьте письмо на почту оплатившего с постоянной ссылкой на закрытую страницу, чтобы он ее ни в коем случае не потерял. Жмякаем «Добавить», готово.
Теперь в странице товаров у нас появился наш продукт, пресеты. Мы видим актуальную цену. Тут будет отображаться количество покупок этого товара и его активность. Если выключите этот тумблер, то при нажатии на кнопку «Оплатить» ничего происходить не будет. Третий шаг – это платежные системы. И чтобы принимать оплату автоматизированно, нам нужно прицепить платежку. На данный момент у нас есть 5 способов. Юкасса, Т-банк, Робокасса и Юмани для приема платежей в рублях. Ну и PayPal для приема валюты. Лично у меня настроены Юкасса и PayPal, но в зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать нужную платежную систему для вас. Здесь же есть полноценная инструкция, которая прям с картиночками полноценно раскрывает процесс настройки. Очень важный момент. Принимать оплату сразу у вас не выйдет. Вам потребуется несколько дней на регистрацию, заключение договора с сервисом приема платежей и оформление облачной кассы. Сама интеграция с технической точки зрения очень простая. Нужно будет просто вставить идентификатор магазина и секретный ключ, который вы получите на странице системы приема платежей. Самым сложным, конечно, будет просто ожидание и нюансы с онлайн-кассами. Но вы у меня умненькие, и я надеюсь, справитесь. Четвертое, заключительный шаг, это лендинг, на котором вы в полной мере донесете информацию о своем продукте до зрителя. Опять же, это может быть составная страница с коротким описанием, промо-роликом и примерами работы ваших пресетов до-после. До-после. При нажатии на кнопку покупки пользователь вносит данные, оплачивает товар и получает доступ к продукту. Ну а вы получаете денежку. Профит. Завернуть в такую автоматизацию можно да практически все что угодно. Курсы, пресеты, мастер-классы, луты, не знаю, индивидуальное обучение, консультации, продажу фотокниг. Можно продать свою фотографию, баннер. Ну, не вашу голую, а фото, то, что вы сделали. Либо 10 фотографий. Кстати, интересная тема. Допустим, мы с вами свадебные фотографы. Мы с вами отсняли свадьбу. У нас есть 200 кадров, которые мы в обязательном порядке отдаем молодоженам. А также у нас есть 2000 кадров, не вошедших в основную серию. Что с ними можно сделать? Можно, конечно же, отдать их бесплатно в качестве бонуса. А можно, к примеру, открыть доступ к всем этим 2000 кадров под вотермарком. Пускай молодожены выбирают самые классные и за каждую фотографию стрясти с них еще по 100 рублей. Круто же? Вот реализовать как раз поштучную продажу фотографий за определенный прайс теперь можно на Вифолио. На диск мы загружаем тонну фотографий. Вот у меня есть много-много фотографий из баттлов. И я уверен, многие, кто запечатлен на этих фотографиях, заинтересованы в получении классных фоток. Загрузите их на Вифолио диск. В настройках проекта выберите тип продажи фотографий. Укажите цену за фото, можете даже бахнуть скидку при большом заказе. Во время просмотра проекта фотографии будут перекрываться водяным знаком, который, кстати, настраивается. Изменить его можно в настройках диска в самом низу. Можете загрузить свой PNG-файл с водяным знаком. Типа того. Если зрителю нравится фотография, он добавляет ее в корзину, заполняет форму, ознакомливается с ценой и скидкой и далее продолжает набирать фоточки. Сверху справа у нас отображается количество отобранных фото, и после отбора покупатель попадает на страницу финального отсеянного проекта, где уже отображаются все отобранные фотки и общая цена. После оплаты он имеет возможность скачать их без водяных знаков и получает крутые фоточки от профессионала. Ну а вы денежку. Как видите, все по-взрослому. А теперь самый важный совет. Если вы занимаетесь продажей чего-либо, платинологи. Если вы не хотите, чтобы вас нагнула налоговая рано или поздно, заведите себе ИП, либо самозанятость. Да блин, в сравнении с Европой, где налог может достигать 50%, ИП УСН с 6%, либо какой-нибудь патент, в котором может вообще еще сильнее снижаться налоговая нагрузка, да вы ее вообще практически не заметите. Поэтому не шалите. А вот все настроить по красоте и завести свой персональный автоматизированный магазин вы можете на Вифолио. Ну и не забудьте про промокод Густарев50, который подарит вам 50% скидки на первый год. С вас лайк, подписка на канал мне будет очень приятно. Ну и увидимся в скором времени. Надеюсь, я с инфополя не выпаду еще на 1 месяц. Пока.